всем здравствуйте, дорогой YouTube. У нас есть время на одно видео посмотреть. Давайте посмотрим, не знаю, вот ребят попались с телблога у нас, между прочим. Так, ребят попались с телблога. И давайте посмотрим, чем у нас закончится это видео. Видео называется «Топ-10 завтраков». Топ-10 завтраков. Слушайте, кто вообще чем завтракает? Порой так, знаешь, на работу, я помню, ездил пока, так впадло что-то готовить, так, знаешь, лень вот что-то там делать, да? Так вот все как-то, ну не знаю, ну тут такое вот. Ребят, напишите в комментариях, чем вы завтракаете, кстати, кто правильно питается, я, кстати, вот хотел посмотреть. Обязательно напишите обычный завтрак и на скорую руку. Можете 2 постами, буду очень благодарен. И, конечно же, лайк, подписка, все как всегда, поехали. Так, ну давай. Похавал вкусно и настрой хороший, хочется делать великие дела. А ежели не успел нормально закинуться биотопливом с утреца, то и весь Да день шарак с через одно говядиной вообще место. просто наша То, жизнь. что завтрак должен быть вкусным, это понятно. Но еще одно требование, чтобы его было быстро и легко готовить. Я бы не... Вот, полностью согласен. С утра ничего не хочется, с утра хочется пощемать подольше. Очень многие, кстати, люди, ну сейчас в комментариях на самом деле срач начнется на тему того, как правильно, неправильно завтракать. Кто-то начнет говорить, надо приготовить и поесть поплотнее, кто-то творожочек с утра кушает, кто-то просто бутеры какие-нибудь закинет. И очень разное на самом деле на самом-то деле, да. Давай отказался послушаем. завтракать с лобстерами с фуагро или какие-нибудь дефлопе. Простите, а Кого? что такое дифлопе? Но когда встаешь в лучшем А что такое дифлопе? Привет, Сири. Что такое дифлопе? О чем говорят мужчины. Российская кинокомедия 2010 года. Режиссеры Дура. случае за полчаса до выхода из дома, не до кулинарных подвигов. Так что бы такое похавать, чтобы вкусно, быстро и не надо было париться над готовкой? Давай разберемся. Добро пожаловать на Telblog.net, и сегодня мы представляем Может, даже что-нибудь новое топ-10 услышим. завтраков. 10 место. Синий мини с молоком. Очень прикольные квадратики, которые отличаются от навала сухих завтраков, которыми завалены полки магазинов. Это в 90-е мы были счастливы похавать кукурузных хлопьев с сомнительным составом, а сейчас есть куча всевозможных ништяков, подушки, шарики, звездочки и прочее. Но у синий мини с важной особенностью. Слушай, интересно, а вот эти вот, помнишь, раньше Несквик-то вот этот был, он вообще еще там живой, нет, его производят? Он такой же вкусный или тоже говном стал, как и все остальное? Яркий вкус корицы. Захавал тарелку и сразу проснулся. Она реально бодрит. Думаю, этот завтрак оказался на последнем месте только потому, что мало кто его пробовал. Я сам Есть люди недавно пишут. только узнал о таких крутых хрустящих штуках. Кстати, в жидкости квадратики тоже остаются хрустящими. Ведь они не размокают. Их можно есть не попробовать будет. только с молоком, но и просто Настя, так реклама. грызть, хоть с чаем, хоть Реклама с чем-то сработала. покрепче. Это, кстати, не шутка, ведь кому-то синий минис наверняка покажутся излишне сладкими. Но, по-моему, с молоком в самый раз. Всем любителям сухих завтраков однозначно рекомендую. 9 место. Фрукты. Надо будет попробовать. Знаю, многие, особенно фитоняшки, любят их на завтрак, но я лично не привык так заправлять хлеборезку с самого утра. Фрукты хороши на десерт или как перекус, но на завтрак ими одними никак не наешься. Можно в прикуску с кашей, мюсли или чем-то еще, но тупо одни фрукты грызть такое себе. Проголодаешься раньше, чем дойдешь до школы, работы, поликлиники, собеса, очереди на кладбище или куда ты там ходишь. Помню, моя бабушка Фрукты с раньше утра? каждое утро съедала по одному киви. Слышала от Малышева или кого-то из этой же секты, что они полезны для всего и от всего, но после фрукта Берешь огурчик, не отрывая от ботвы, вставляешь в задний проход, слегка вот так вот его смачиваешь и вставляешь. И чувствуешь энергию, да, земли и, возможно, еще и солнца. Так что... старушка все равно здравствуйте, потом приятного еще аппетита раз всем. завтракала. Если уж После этого я выбирать перестал самые телевизор сытные смотреть фрукты, вообще. то это бананы. Вот их умял и хотя бы чувствуешь что-то в желудке, в отличие от яблочек или персиков. Как вариант, можно еще сделать бананово-яблочное пюре, то есть просто натереть фруктики на терке и перемешать. Бомбическая тема. Явное преимущество фруктов то, что их не надо готовить. Помыл Ну, вот это и жиза, съел. кстати, Быстро да. и удобно. 8 место. Погоди, а что вот это такое волосатое на столе лежит? Вот это что такое? Что это такое? Вот это тоже не знаю, что это такое.
Это абрикосы, что ли, так растут? Или что это? Я не пойму, в какой-то стране вот это что за херня? И это что такое лежит? Ой, это что такое? Что это такое? Яйца. Надо готовить, Ну, помыл тогда и съел, быстро драконьи и яйца. удобно. Восьмое так бы место. сразу и сказали. Хлопья с йогуртом. Я Личи? предпочитаю классический вариант с молоком, но в такой комбинации Личи? тоже Что это неплохо. такое? Причем не сладкие хлопья офигенно сочетаются со сладким йогуртом, Херня например, с заморская, клубничным. А сладкие с обычным питьевым. Мама в детстве делала мне хлопья с кефиром. Они там размокали, и получалось что-то типа каши, от которой не плюется даже малышня. Выглядит весьма мерзенько, но вкус нормальный, получается очень сытно. А с йогуртом еще вкуснее, чем с кефиром, потому что он не такой кислый. В студенческие годы Бля, я ненавидел каши. Вообще просто. Я ел одну, по-моему, манку. Все, я не мог эти каши есть. Вообще ни в каком виде, никакие. Где бы их ни готовили и как бы их ни готовили. Просто вот, я не мог я в себя эту кашу втолкнуть. Вот просто я вот. только так и завтракал. Блин, Хлопья жиза дешевые, просто, жиза. хватает надолго, стоят месяцами и готовить не надо. Правда, первый прием пищи был обычно часов в 12, когда на большой перемене успевал сбегать в общагу. Ну или в 10, когда просыпал и первую, и вторую пару. Поднять себя раньше 8 ради завтрака – это unreal для студента. Седьмое место. Омлет. Тоже суперский завтрак. Не знаю, почему он оказался так низко. Мелким я всегда ел только омлет. Почему низко так, Яичницу правда? как-то не признавал. Может, подписчики его недолюбливают, потому что в отличие от всех предыдущих вариантов завтраков, омлет надо готовить. Но ведь это легко и быстро. Разбил Готовить? яйца, налил молочка, вилкой раздербанил и на сковородку. А если туда Ну еще ты и прям, блядь, сосисонок кулинар. кружочками нарезать, то вообще бомба. Пища богов. Или с помидорками тоже вкусно. Вот. А какой твой любимый рецепт? Я у Шестое мамы место. Овсянка. Но тут в голосовании явно аристократы отметились. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. В детстве я бы выбрал любой другой завтрак, только бы не кашу, и уж тем Ой, более не жиза, брат. овсяную. Ладно бы Это лайк какая-нибудь сразу. пшеная или кукурузная, они хоть повкуснее. Но с возрастом Ой. понимаешь, что только медленными углеводами ты сможешь насытиться так, чтобы через пару часов не страдать от голода и не считать минуты до обеда. Особенно на воде Самое овсянка, вкусное это просто- каша на молоке со сливочным маслом и сахаром. А бате моему никаких ягод не надо, он обожает овсянку с селедкой. Вот такое извращение. Кстати, быстрая кашка из пакетиков — это вполне себе лайфхак для тех, кто не готов с утра Чего? стоять у плиты. Сейчас меня, конечно, закидают тапками адепты ПП, но и такая овсянка тоже Селёд? полезна. Для пищеварения очень гуд. Ну а если совсем не лезет, 3 дня то поноса пару и смерть. ложечек меда исправит Пожилая вкус. смерть. Пятое место. Дошек. Ну, это пища богов, которую я раньше в далекие студенческие годы готов был хавать на завтрак, обед и ужин. Просто обожал эту адскую химическую дрянь. Не знаю, что куда корейцы добавляют, но раньше Я встал за дошик с говядиной. 2 пакетика, 1 дошик. Пресс F просто. Пост дал, пост принял. Сразу. У меня весь чат на Твиче встал. Сейчас все встали, все лайк поставили. Вот просто вот, понимаешь, только девочки вот берут вот эти вот дошираки и типа, знаешь, такой, я люблю поострее, настоящий мужик, покупает 2 доширака, понимаешь? Берет, открывает, 1 доширак, короче, выбрасывает. Вообще просто он не нужен. Берет вот эти 2 пакетика с приправой, высыпает, понимаешь, все, и ест. Это же, это мать его, просто, это испытание, понимаешь? Ты уже с детства показываешь, что ты привык к испытаниям. Ну и твой желудок, конечно же. Там, правда, потом язва с размером с кулак будет. Но ничего страшного, зато мужик. этот бичпак казался офигительно вкусным. Заел кипяточком, и этот запах. Но я могу сказать другое. То, что раньше были такие пакетики дешевые. Мать его, сейчас они куда-то делись. Вот и был Ролтон, и был еще какой-то. Они стоили прям мега-мега-мега дешево. Если сейчас очень хорошо покопаться, в принципе, наверное, можно найти. Это был просто, это вот, они настолько дешевые, настолько крутые были. То ли Мивина, то ли что-то, какие-то вот что-то вот в этом роде. Мивина, по-моему, Мивина назывался. Ой, прям просто, прям идешь, прям... Ну признайтесь, все же вспомнили его. Приятно. Душу продать можно 6 когда рублей, голодный. дешевле. И лапша у доширака вкуснее и прикольнее втягивается, чем во всех других бомж-пакетах. Самый годный – куриный, остальные чересчур острые. Особенно после говяжьего дышать начинаешь примерно так. Дракарис. Помню, моей мечтой
Люся! Ясно, девочка. О, да. О. Не, ну лайк-то я, конечно, за обзор дошика поставлю. Но телблок, что-то ты меня расстроила. Я-то Было, что вы думал, изобрели, ты как наконец, мужик, что-то прям в такое же десна вкусное и втираешь дешевое, приправу. но при этом полезное или хотя бы не вредное. А то сколько кентов в студенчестве питались одними БПХами, а теперь пожизненно лечат гастрит. Так что не злоупотребляйте таким Да, кстати. завтраком. Да, вкусно, да, быстро, но раз в неделю не больше. Для твоего же блага. 4 место. Яичница с колбасой. Более приземленный вариант пафосного английского завтрака с беконом. Колбасу Тотал, можно спасибо. пожарить вместе с яйцом, Ангел, а спасибо, можно спасибо. просто нарезать кругляшками и сожрать в прикуску. Вкусно и сытно. Иногда я с утра заморачиваю, жарю бекон, то есть сало с прорезью. Потом яичницу глазунью так, чтобы белок схватился, а желтки остались жидкими. Получается самый топовый вариант этого блюда. Но когда лень морочиться или просто некогда, то сойдет и с колбасой или сосисками. Почти идеальный завтрак. Почему почти? Потому что у нас впереди еще 3 лидеров. 3 место. Блины. У них только один Блины? недостаток. Быстро приготовить в полусонном состоянии не получится. Что там было написано? Блины со сгущенкой и медом? Молодцы. А вот когда ты просыпаешься, а с кухни пахнет мамиными или бабушкиными Ну, вот это, блинчиками, господи, то вот это я понимаешь, согласен, да. вот оно, счастье. Даже заморозить Блин, братва, позвоните всем мамам и бабушкам, а? Вот у кого живы, здоровы, позвоните. Вот, знаешь, это как тост. Вот звучит. Вот, да? Вот просыпаешься и вот блинами вот этими, со сметаной. Ай-яй-яй. Эх. Я даже задумался, даже вспомнил там. Детство там, у меня прабабушка еще, помню, блины готовила даже. Мороженые блины, которые можно купить в любом магазине, придется долго разогревать в Эх, сковородке ну это или лайк. микроволновке. И они Да. совсем не такие вкусные, как домашние, но зато уже с начинками. Хочешь с творогом, хочешь с клубничкой, Да ну хочешь какой с мясом. с Ну это, как по мясом, мне, да, больше ага. для ужина вариант, чем для завтрака. Не-не-не-не. Навернуть за завтраком штук 5 блинчиков со сгущенкой, медом, сметанкой или вареньем, а потом ели как встать из-за стола, потому что обожрался. Это просто блаженство. Эх, кто бы мне и готовил по утрам. Не знаю, как у тебя, а у меня на одну порцию блинов где-то полчаса уходит. Люблю растягивать удовольствие. 2 место. Не, ну Несквик блины, с ребят, молоком. Кто времени. же откажется от шоколадных шариков? Когда они только появились, все сразу забыли о своих любимых хлопьях и накинулись на это чудо. Заливаешь молоком, ждешь чуть-чуть, и молоко становится шоколадным. Это же кайф! Вы знаете, давайте-ка мы сделаем следующим образом. Я, конечно, не обзорщик вот этой вот еды. И давайте, знаете, что мы сделаем? Давай, короче, 50 тысяч лайкосов на вот этом видео на ютубе набирает. И я вам проведу настоящий обзор. Не вот этот вот покупной, вот это вот, знаешь, где вот это вот все вот это вот. Вот один вот бренд хвалят. Я вам по чесноку, ребят, скажу. Вот мне 32 года уже в этом году будет. Я уж поперепробовал эти все вот эти вот... И помню настоящие вкусы, которые раньше были. На Несквик, на самом деле, он всегда был скотина дорогой. Мы ели какие-то... Какие-то подешевле. Я не помню, как они назывались, но... Я, кстати, предлагаю... Короче, я предлагаю 50 тысяч лойсов набирайте. Вы это наберете за один день. И давай я вот так же сяду, вот так же, как вот этот малой, камеру поставлю. Ну и что-нибудь подснимем. Возьмем, поставим разные эти Несквики, не Несквики. Давайте начнем вот с этих вот. С самого вот этого детства нашего. Несквик. Напишите, короче, в комментариях, что хотите. Вот 5 разных этих... 5 разных вот этих вот штук. Я потому что их уже миллион лет не ел. Но вкус, еще детства, я помню. Я помню, какие там вкусные были. Так что вы напишите, давайте, 50 тысяч лосей завозим, мы погнали. И я напомню. Многие мне говорят, там, бычьи яйца, помнишь, Леха, там 96 или 97 уже тысяч лайков. Там 2 или 3 тысячи лайков на этом видео остались. Я вам в конце оставлю ссылочку. Леха, Сервантус, он вам закрепит такую картиночку, так что досмотри видео до конца, там будет переход на этот видеоролик. И там проставьте лайки, кто не поставили. И наконец-то мы вкусим яичек, съездим. Я уже даже знаю, одно место это можно в семью в одно съездить, в которой умеют это готовить. В другое место можно в какой-нибудь, не знаю, в какой-нибудь, типа, где умеют готовить, короче. Все, поехали.
В принципе, Несквик вкусен в Забили, любом виде. И просто так погрызть сухомятку прикольно. И шарики, залитые холодным молоком, еще хрустящие, офигительно. И с горячим молоком, когда разбухают и становятся мягенькими, тоже супер. Детям дай волю, бан. они бы круглосуточно питались этими шариками. Также еще и всякие витаминки добавлены, типа полезно. Но одним сладким, конечно, питаться нельзя. А жаль, хотя настоящие мастера кулинарии знают, как можно сделать Несквик идеально сбалансированным трэш? по вкусу. Несквик с пивом это сказали, что вкусно. И первое место – бутерброды с чаем. Ну, конечно же, это они. Бутеры – любимый завтрак всея Руси. Сейчас бы бутербродик. Классический варик. Отрезать толстый кусок Эх. батона, намазать жирненько сливочным маслом и приплюснуть ломтиком сыра. Для буржуев еще и колбаску сверху. А для совсем троглодитов до кучи салатный лист и помидорка. А помнишь, когда у тебя дома только появилась микроволновка? Засунуть бутер в печку и подождать, пока сыр с кетчупом и колбаской расплавится? Это ведь любимый... Я в кои-то веки себя вот так вот сделаю. Слышите вы? С помидоркой. Не с помидоркой там. Давай, да, ладно, по-другому сейчас сделаю. Сейчас я обращение сделаю. Слышите вы? Помидорки. Я вам рассказываю. 5 лет, как пока ездил в институт. Да. Берешь батон хлеба, на всех покупаешь. И вот в таких вот маленьких пакетиках. Вот в таких маленьких пакетиках. Вот. Берешь майонез. Самый дешевый. А если покрошить помидорку? А если вот на сковородочке маслица растопить? А поебаться вам не завернуть? Нет? Здравствуйте. Все ясно. Ясно все. Вот это... А, если в микроволновочке? Да где ж мне, ёб твою мать, микроволновку-то взять? Я студент бедный. любимое блюдо не только каждого школьника, но и любого уважающего себя бизнесмена, который считает каждую минуту и просто не может опоздать на стрелку. Кто по бизнесмен, обмену лайк наклейками. тоже поставьте. Ну или человека, который только разве что бутерброды в микроволновке только и умеет готовить. Бутерброд — это быстро, вкусно и очень даже сытно. Идеальный завтрак со всех сторон. Разве что задницу разнесет, если будешь каждый день трескать белый хлеб с маслом и колбасой. Но чаек горячий с утреца — это святое, особенно зимой, когда так холодно Нихера ты вылезать читер. из кроватки. Стакан чаюли с бутербродом в прикуску хоть немного разукрасит будничное утро и вернет тебя к жизни. Мысль о таком завтраке настолько Сытно. согрела душу Ага. подписчикам нашего паблика ВКонтакте, что они, без всяких сомнений, отдали победу в сегодняшнем топе чаю с бутиками. А чем Ну, любишь... чай с бутербродом, бро, хорош. Чай с бутербродом, это, мне кажется, самая распространенная еда вообще везде. Ну, в СНГ, как минимум. Ну, типа... Какая еще распространеннее? Что еще более популярно? Ну, наверное, яичницу я бы на второе место, кстати, поставил. Ребята, а где, какой ваш топ-5? Вот то, что вы едите. Напишите тоже, пост сделайте, кому не впадло. Мне даже интересно посмотреть. Окей? Завтракать ты? Может, мы упустили идеальное блюдо для начала дня? Пиши об этом в комментариях и подписывайся на канал, чтобы первым смотреть самые крутые. Так, ну я подписался, колокольчик прожал, вы тоже давайте подписывайтесь. Кто на меня, на телблог не подписан, там подписывайтесь. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.